Всем привет! Сегодня в нашем ролике мы затронем одну из самых волнующих тем каждого игрока в Valorant. Как улучшить свой им и стрельбу. Каждый день я слышу о том, как много человек тренируется на им-тренажерах, ДМах, ботах для того, чтобы улучшить свой им, но при этом совершает одну и ту же ошибку. Стрельба — это одна из основных механик в любом шутере, и эта механика не ограничивается наведением перекрестия прицела на модельку противника, а делится на несколько аспектов. Зачастую игроки пытаются натренировать один из аспектов, не уделяя должного внимания или даже не зная о существовании другого. Сегодня мы рассмотрим Crosshair Placement, или же постановку прицела, как главную тему нашего видео. Каждый раз, когда речь заходит про постановку прицела, все считают, что не имеет никаких проблем с данным аспектом стрельбы. Для меня постановка прицела является основополагающим фактором вашего уровня стрельбы, а также стабильности. Итак, что же такое постановка прицела? Это процесс минимизации времени на начало стрельбы, с того момента, как вы увидели соперника на своем экране. То есть задача очень проста. Поставить прицел заранее таким образом, чтобы убрать ненужные движения мышкой и сэкономить время для начала нашей стрельбы, с целью гораздо быстрее убить соперника. Когда мы говорим о постановке прицела, то я разделяю ее на три основные категории. Первая категория – Crosshair Placement. Я выделяю такой тип постановки прицела, когда мы обороняем какую-то зону, и мы предполагаем, откуда выйдет соперник. Тем самым мы заранее ставим прицел на то место, откуда, скорее всего, появится наш оппонент. Разберем пример обороны лонга С на карте Heaven. Я подготовил два варианта для демонстрации. На первом варианте прицел ставится строго на угол, с которого ожидается противник. В первом случае противник, двигаясь из-за угла, заставляет нас переводить на него прицел, совершая движение мышью. Не стоит забывать, что на это тратится время, которое обусловлено нашей скоростью реакции, а также нашими личными показателями стрельбы. Рассмотрим второй вариант. В этом варианте противник сам заходит в перекрестие. Нам лишь необходимо нажать одну кнопку. Скорость убийства также определяется скоростью нашей реакции, но в данном случае мы можем самостоятельно выбирать ширину постановки прицела, и нам не нужно тратить время на повторное прицеливание, как это было в первом варианте. На замедленной записи отчетливо видна разница между этими двумя вариантами. Скорость убийства разнится в 200 миллисекунд. Я прикреплю в описании к ролику ссылку на сайт, где вы можете проверить вашу реакцию и оценить, насколько большой разницей являются эти 200 миллисекунд. Вот самый простой пример того, как это работает в игровом моменте. Бракс обороняет Б-плант на сплите, противники атакуют его точку. Обратите внимание, как Бракс ставит свой прицел. Соперники сами входят в его перекрестие. Этот отрывок очень хорошо отражает смысл хорошей постановки прицела, а именно минимизация времени на убийство. Стоит обратить внимание на последние два фрага. Не совершая лишних движений мышью, он не ошибается в стрельбе. Также, за счет правильного использования постановки прицела, опорники могут совершать большое количество мультикиллов. Для этого необходимо научиться правильно использовать углы. Рассмотрим пример обороны А-планта на карте Heaven. Находясь за дефолтом, мы принимаем противника одного за другим, меняя угол после каждого убийства. Этим мы обеспечиваем себя несколькими факторами успешной обороны. Первое. Противник входит в наш прицел, обеспечивая нам фраг. Второе. Меняя угол после каждого убийства, мы уменьшаем шанс префайра в нашу сторону, что в свою очередь сказывается на нашей выживаемости. Третье. Также при смене угла мы укрываемся от возможного размена со стороны противника. Снова рассмотрим игровой момент. Бракс с командой обороняет С-плант на Хевене. Обратите внимание, как широко он ставит прицел, четко оценивая дистанцию до оппонента. После каждого убийства он меняет угол. Показательным в этом отрезке является убийство Бримстоуна. Противник выходит с префайром на позицию, с которой Бракс сыграл изначально. Правильная смена углов позволяет ему сделать 3 фрага, практически без поддержки команды. Постановка прицела важна не только в обороне, но и в атаке. Атакуя какую-либо точку на карте, логично предположить, что на ней находится противник. Для демонстрации я подготовил два варианта атаки на планте А на карте Бинд. В первом варианте прицел ставится на один из предполагаемых углов, с которых будет пикать обороняющийся. Прицел можно поставить и не на угол, а на отдаление от угла, как мы рассматривали это в случае с лонгом С на Хевене. В случае выхода противника не из того угла, с которого мы предполагали, мы тратим время на повторное прицеливание. Или вовсе фликаем. Во втором варианте прицел ставится между двух углов. Таким образом, откуда бы ни вышел противник, мои усилия для прицеливания будут равны, что делает оба угла для меня одинаково удобными. При этом стоит заметить, что даже в случае угадывания угла, из-за которого выйдет соперник, первый вариант все равно медленнее, чем второй.
Этот прием можно использовать и в обороне, правильно подбирая углы. Вторая категория – преэйминг. Это постановка прицела заранее на стандартной позиции, где может находиться оппонент, когда мы проверяем ту или иную территорию. Очень важно не путать данную категорию с префайром, разницу мы разберем чуть позже. Основой преэйминга, помимо самой простой геометрии и чувства карты, является ваше умение пользоваться клавиатурой. То есть вы можете заранее ставить прицел на все стандартные позиции соперника и даже самые популярные оффэнглы. А когда ваш навык чувства движения своей модельки разовьется, вы будете убивать соперника в разы быстрее. Вот как это работает. Мы подходим за угол позиции, который хотим проверить. Прямо через стену мы ставим прицел на точку, на которой будет выставлен прицел. При выходе из угла. И стрейфимся. Таким образом, мы пикаем позицию, вообще не используя мышь. Разберем распик бани на бинде. Как и в прошлые разы, я заготовил два варианта. В первом варианте мы не будем использовать преэйминг. Этот вариант плох по нескольким причинам. Первое. Зачастую вы открываетесь под несколько позиций сразу, что делает такой распик очень рискованным. Второе. Хоть вы и проверяете каждую позицию, на самом деле очень часто вы фактически не готовы стрелять. Третье. Таким способом невозможно проверить популярные оффэнглы. На втором варианте мы проверяем каждую позицию, используя преэйминг, поочередно открываясь на новые возможные позиции и не подставляясь под несколько сразу. Преэйминг очень хорошо развивает работу с углами, заставляя отрабатывать каждый угол карты, используя модель персонажа как инструмент прицеливания, а не вашу мышь. Очень важную роль в преэйминге играет правильное чувство управления персонажем. Хороший стрейф позволяет очень эффективно убивать противников. Плохой, в свою очередь, зачастую будет стоить вам жизни, а то и раунда. Сейчас на экране можно видеть пример различных стрейфов. В случае слишком широкого стрейфа, преэйминг либо не сработает и вам придется делать движение мышью, либо вы вовсе не будете в состоянии стрелять по врагу. В случае слишком узкого стрейфа, в лучшем случае противник получит по вам информацию, ну а в худшем вы проиграете перестрелку. Хорошее чувство стрейфа, вкупе с хорошим преэймингом, практически не оставляет противнику шансов. Третья категория – это префайр. Я думаю, что префайр не нуждается в представлении. Это очень популярное понятие в шутерах. Префайр представляет собой стрельбу в определенное место, заранее, до того момента, как мы увидели врага на своем экране. В своей сути, это совокупность двух предыдущих категорий. Плюсом префайра является большой шанс выиграть перестрелку с противником. Минусом – его невозможно использовать постоянно, так как для его использования нужно обладать информацией об местоположении соперника. Постановка прицела является одной из основных составляющих вашего аима. Сокращая время на убийство, а также исключая лишние движения мышью, вы сможете повысить эффективность вашей стрельбы, а самое главное – получить желанную стабильность. Это очень простой способ, но в то же время самый эффективный. За счет правильного кроссхейр плейсмента, а также правильного использования преэйминга, для вашего соперника будет казаться, что вы очень быстро наводите на него прицел, хотя вы его даже не двигаете. Развивайтесь, дорогие друзья, ну а в следующем видео мы поговорим о чем-то еще более интересном в этой игре.